Снуд-капор с ушками-крючком мы вяжем на мамочкином канале. Это первая часть вязания вот такого снуда. Меня попросили его связать девочки в нашей группе ВКонтакте. В конце данного видео вы увидите ссылочку на продолжение и на весь плейлист, где обе части по этому видеоуроку. Благодарю интернет-магазин Кудель за то, что предлагает скидочку 15% для подписчиков мамочкиного канала и для меня лично, а также что является спонсором нашего большого розыгрыша в группе ВКонтакте. Начинаем вязать. Я использовала пряжу Vita Harmony, очень хорошая, толстенькая и мягкая, не колючая пряжа. В 100 граммах 110 метров, это шерсть с акрилом. Очень подходит для вязания зимних шапочек детских и взрослых, и в том числе и для вязания вот этого капора. Вот такая ниточка. Начинаем вязать. Начинаем мы вязать этот снуд из цепочки из воздушных петель. Вяжем цепочку, каждый будет вязать цепочку своей длины. Мы просто вяжем и примеряем по нашей макушке. Вот, например, на куколке вот так вот я примерю, чтобы рука сзади была вровень с головой. И вот такой прямоугольничек у нас получился. Впереди мы оставим сантиметра 3-4 для обвязки. Резиночкой мы будем обвязывать. Итак, связали. Свяжем еще 2 воздушные подъема. И в 4-ю петлю от крючка будем начинать вязать столбики с накидом. Показываю медленно для начинающих, кто совсем только подключился к каналу. Провязываем в каждую петельку столбики с накидом. Заполняем весь ряд этими столбиками с накидом и доходим до начала нашей наборной цепочки. В последнюю петельку мы провяжем 1 столбик с накидом для вот этой правой стороны снуда. Туда же мы свяжем еще 1 столбик с накидом, который у нас будет боковым столбиком. И туда же вяжем 3-й столбик с накидом для перехода на другую сторону цепочки. Затянем ниточку и вот в следующую петельку по обратной стороне цепочки начинаем опять вязать по 1 столбику с накидом в каждую петлю. Ниточку мы сразу прокладываем, чтобы потом лишние хвостики нам не прятать. Подтягиваем ее чуть-чуть, чтобы она хорошо легла вдоль нашего вязания. Заполняем вторую сторону нашей наборной цепочки. В конце вяжем вот в эту воздушную последний столбик с накидом. И вот такая верхушечка снуда получилась. Эту ниточку можно на изнаночную сторону перевести и потом здесь уже и обрезать. Можно провести последнюю примерочку верхушечки нашего снуда, чтобы подправить, если что, наборную цепочку. В принципе, у меня все подходит. Начинаем вязать следующий ряд. 2 воздушные подъема для толстой пряжи, для тоненькой 3, как обычно. И начинаем вязать выпуклые столбики с накидом. Вкалывание с лицевой стороны, огибаем ствол столбика и вяжем, как обычный столбик с накида. Накид, вкалываем с лицевой, огибаем ствол столбика, вяжем, как обычный столбик с накидом. Такие столбики называются рельефными лицевыми столбиками с накидом или выпуклыми столбиками с накидом. Заполняем опять же целый ряд этими рельефными столбиками с накидом. Когда подходим к краешку, то просто без всяких выдумок
огибаем каждый столбик и плавно переходим с одного бока нашего снуда на вторую сторону. И таким образом формируется верхний уголок нашего снуда. Переходим на вторую сторону и заполняем тоже ее рельефными столбиками с накидом. В конце ряда связали предпоследний столбик, а последний мы вяжем просто столбик с накидом, чтобы край у нас был ровный. 2 воздушные опять набрали подъема, повернули вязание, и сейчас будем вязать просто ряд из столбиков с накидом. Воздушные у нас заменили первый столбик, со второй петельки начинаем вязать в каждую петлю по одному столбику с накидом. Можете уже обратить внимание, что у нас косичка на эту лицевую сторону, вот внизу под моим пальчиком, прорисовалась косичка. Это из-за того, что мы ряд провязали выпуклыми столбиками с накидом. Заполняем целый ряд столбиками обычными с накидом. В конце ряда опять провязываем просто столбик с накидом. 2 воздушные, повернули вязание. Сейчас нам нужно опять эту косичку отправить на лицевую сторону. Вот так, чтобы она туда загнулась. Значит, мы будем вязать ряд опять из выпуклых столбиков с накидом. Опять накид, огибаем ствол и провязываем как обычный столбик с накидом. Накид, огибаем с лицевой стороны, вкалывание делаем, провязываем столбик с накидом. Вот косичка перешла на эту лицевую сторону. То есть по изнаночной стороне мы будем вязать у нашего снуда рельефные столбики с накидом. Когда переворачиваем на лицевую сторону, будем вязать обычные столбики с накидом. Заполняем целый ряд. В конце вместо рельефного столбика мы провязываем обычный столбик в основании вот этого столбика предыдущего ряда. 2 воздушные, поворачиваем вязание, перешли на лицевую сторону. Здесь у нас эта косичка образовалась на лицевой. По лицевой мы вяжем ряд из обычных столбиков с накидом. Просто в каждую петлю вяжем столбик с накидом. 3 воздушные у нас были над последним столбиком предыдущего ряда, значит, со второй петельки мы начали вязать. И так дальше будем вязать по изнаночной рельефные столбики, по лицевой обычные столбики. Вот так у нас будет макушечка снуда, и вяжем до шеи. Чередование этих 2 рядов. Вот такую, например, шапочку-капюшончик я уже связала. Здесь примерим, что в принципе у нас уже можно соединять, тем более мы сейчас еще провяжем несколько рядов резиночки, чтобы капор наш немножко стянулся около лица. Туда-сюда поворотными рядами будем вязать уже резиночку крючком. Сначала подготовительный ряд, 2 воздушные подъема, под столбик я делала 1 столбик с накидом, в петельку между столбиками тоже провязывала 1 столбик с накидом. Это для толстой пряжи. Если у вас вы видите, что вязание началось стягиваться, то можно провязать под столбик 2 столбика с накидом. Это для более тонкой пряжи, может быть, так нужно будет вязать. Для толстой можно 1 столбик под столбик нашего снуда и 1 столбик между рядами. Довязываем в конце ряда, контролируем, чтобы выровнять. Получается, у нас под цепочку из этих воздушных 3 нужно сделать
столбик с накидом, это как будто бы под столбик, и в верхнюю воздушную провязать последний столбик. Тогда край выровняется. 2 воздушные, поворачиваем вязанием и начинаем вязать резиночку. Над первым столбиком мы вяжем выпуклый столбик с накидом, над следующим вогнутый. Вкалывание с изнаночной уже стороны, огибаем ствол столбика и провязываем как обычный столбик с накидом. Дальше опять лицевой рельефный столбик, вкалывание с лицевой стороны, изнаночный рельефный столбик, вкалывание с изнаночной стороны. Кто умеет вязать резинку крючком, для того тут никаких особенностей вязания не будет. Только мы будем вязать поворотными рядами. Чередование лицевого, изнаночного столбика. В конце ряда опять же контролируем. Провязали лицевой, провязали изнаночный. У меня во всяком случае так получается конец ряда. Над предпоследним столбиком провязала лицевой. И последний столбик мы провяжем просто как обычный столбик с накидом. Верхушечку столбика вяжем. Вот так обрамляется у нас край. Когда провяжете несколько рядов, 2-3, может быть и 4 этой резиночки, то она больше начнет стягиваться. 2 воздушных петли набрали и начинаем вязать. Над вогнутым столбиком, который ушел у нас назад, вяжем изнаночный, тоже вогнутый столбик. Над лицевым, который выпирает, вяжем лицевой. Смотрим, столбик у нас ушел вглубь, значит мы вяжем, обвязываем его с изнаночной стороны. Столбик, который выпирает, обвязываем его с лицевой стороны. Опять чередование получается 2 рельефных столбиков лицевого и изнаночного. Только важно, где их провязать. Довязываем опять конец ряда, провязали лицевой, провязали изнаночный столбик. И вот эта подъемная цепочка из воздушных предыдущего ряда, ее тоже нужно провязать простым столбиком с накидом. Я провязала 2 ряда. Вам для взрослого, это все-таки я вяжу для куколки, вам для взрослого нужно будет провязать, может быть, 3-4 ряда. И вот капюшончик верх нашего капора. Сейчас будем вязать уже по кругу низ. Нужно сделать примерочку, чтобы голова у нас прошла. Может быть, вам еще нужно резиночки пару рядов провязать, чтобы голова здесь у нас хорошенечко прошла, чтобы капор оделся на голову. У меня получилось в самый раз. У кого многовато, но по глубине капор в самый раз, то можно будет потом здесь еще все-таки пуговку внизу придумать. Сейчас будем вязать по кругу. Вот, по низу нашего капора будем вязать. Набираем 1 воздушную подъема и сейчас будем вязать подготовительный ряд из столбиков без накида. Просто в начале тут, когда резиночку мы проходим, то в каждую петельку мы вяжем по столбику без накида. Когда перейдем уже на саму основу нашего капора, то просто над каждым столбиком мы вяжем по столбику без накида. Не стягивайте, потому что когда мы вяжем столбики без накида, они все-таки получаются чуть короче, чем столбики с накидом по ширине своей. И изделие и само может немного стянуться. Поэтому просто свободно вяжем столбики без накида. Заканчиваем на
вторую часть нашей резиночки. Опять же довязываем до конца, обязательно последний столбик вот этот вот провязываем. И начнем соединять. Воздушную подъема, которую мы делали в начале ряда, мы вяжем обычный столбик без накида. Дальше мы будем вязать уже рельефные столбики, но по возрастанию. Делаем накид, огибаем с изнаночной стороны первый столбик без накида предыдущего ряда, вытягиваем нить и провязываем все петли на крючке. Это изнаночный полустолбик с накидом. Накид, огибаем с изнаночной стороны второй ствол столбика, вытягиваем, провязываем как столбик с накидом. Опять накид, провязываем как рельефный столбик с накидом, изнаночный. И в каждую последующую петельку огибаем ствол столбика предыдущего ряда, нашего столбика без накида, огибаем и вяжем столбик с накидом. Получается изнаночные столбики с накидом. Провязываем весь ряд, но мы тут уже не делали воздушных подъемов, потому что мы хотим вязать по спирали. Поэтому мы плавно переходим на вязание следующего ряда. Мы уже когда довязали до конца ряд из вогнутых столбиков, дальше я буду вязать уже обычными столбиками с накидом. Просто плавно перехожу на вязание обычных столбиков с накидом. Вы, если хотите, вяжите опять рельефные столбики, но мне показалось, что будет изделие тогда на плечах толстовато с этими рельефными полосочками. Вяжем по кругу, по спирали, переходя плавно из ряда в ряд. Только мы хотим здесь сделать еще прибавочки, чтобы у нас на плечи красиво легло. Лег наш капор. Отсчитаем. Вот у меня получилось, что 5 столбиков я отсчитала с одной стороны и с другой. Вы отсчитайте так, чтобы у нас примерно по регланным линиям шли прибавочки наши. Получается, я буду делать в шестую петельку прибавочки и здесь тогда в шестую петельку прибавочки. Сразу поставим контрастные ниточки, чтобы нам потом не заморачиваться, где же нам очередную прибавочку делать. Примерно по линиям реглана эти контрастные ниточки ставим, чтобы они были только ровненько. И точно так же их переносим на вторую сторону. От заднего шва сюда столько же петелек отсчитываем, наносим сюда маркер наш и впереди точно так же переносим сюда еще ниточку. Вот 4 прибавочки у нас по кругу будет. И продолжаем вязание. Это мы вязали просто столбиками с накидом. Когда мы встретили нашу вот эту маркерную ниточку, то вяжем в одну петлю 3 столбика с накидом. Тут я совсем простые прибавочки стала делать, простые эти регланные линии. Просто 3 столбика с накидом. Дальше опять вяжем по одному столбику с накидом, вплоть до следующей нашей маркерной отметочки. Встречаем эту петельку помеченную и в нее опять вяжем 3 столбика с накидом. Дальше опять вяжем по одному столбику. Доходим до следующей маркерной отметки. И опять вяжем 3 столбика с накидом. Можно уже эти ниточки, кому мешаются, снять. Опять по одному столбику в одну петлю. И над последней маркерной отметкой 3 столбика с накидом. И заканчиваем ряд
по одному столбику с накидом, плавно переходя по спирали на следующий круговой виток. Тут уже незаметно у нас эти переходы на следующем ряду получается, и просто проскакиваете этот стык, и все. Доходите до наших прибавочек. Над первым столбиком из нашей тройки провязываете один столбик, а над центральным опять будем делать эти прибавочки. 3 столбика с накидом. Дальше опять все по одному. И так в каждом ряду будем вязать над центральным столбиком нашей прибавочки. Круг за кругом мы будем делать эти прибавки. По 3 столбика в одну петлю. Вот я хочу уже закончить. Вы провяжете там больше рядов. Мне до куколки уже хватит. Я хочу уже закончить и выровнять край. Мы вяжем обычными столбиками с накидом, дойдя до примерно вот этого, где у нас вырез был, до этого места. Если вы много рядов провязали, возможно, вы чуть дальше провяжете. И вяжем полустолбик с накидом в одну петлю. Дальше столбик без накида в следующую. Соединительную петельку, соединительную петельку. И все, вязание можно закончить. Вот край у нас вот так выровнялся. Если вы хотите делать еще какую-то обвязочку, то вот когда выровняли край, ниточку тогда не вытягивайте и продолжаете тогда обвязочку делать. Но сначала нужно выровнять край. Я уже закончила вязание. Вот такой снуд у меня получился. Можно его уже, в принципе, носить. Если вы вяжете детский снуд и хотите украсить его ушками, то смотрите следующую часть. На экране ссылочка на следующую часть и на весь плейлист с первой и второй частью, если вы хотите поделиться целым видеоуроком с кем-то. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!